Ну что же, всем привет и добро пожаловать на продолжение прохождения Сайберия The World Before. Кто, если хочет посмотреть первые 3 части прохождения, кто, если не видел, ссылочки есть в описании. Ну что ж, а мы отправляемся искать портрет, который был написан, возможно, в лагере Вагена. Так, сюда еще не заходил. Not Сколько exactly всего. welcoming. I'd better find a way to the refuge. Негостеприимно. Это чё? Thanks, but no thanks. Спасибо, нет, спасибо. Так это же просто How картина. nice. Красиво, да. Добрались мы на поезде вот до сюда. Конечная. Вот мы здесь где-то. Баден. Даже не Вакхан. А, вот мы здесь, ё-моё. Лагерь. Я же сам сказал лагерь. Вот мы. В лагере Вакхана. Так, а подожди, а почта... Блин, почта. Главная площадь, наверное, здесь где-то находится у нас. It's not the time to take the tram back. There's still a lot to do here. No, I can't go. Время еще не пришло, короче. Блин, обидно, что я пропустил эту самую брошюру про Ганса. Было бы прикольно прочитать. Вообще много чего пропустил, наверное. The refuge must have been a popular destination for vacationers. Красиво. Горы, снежок. Так, а что же здесь? Кстати, в прошлой серии выглядывал то ли Иван, то ли Игорь. Ну, короче, из второй части. Как мне кажется, персонаж. Как мне показалось. Ну, скоро узнаем, если это они, оно. Кстати, чем-то напоминает, вот, ты что-то писал про Life is Strange. Я вижу, что здесь по углам вот такое радужное размытие. Там оно тоже присутствует. Как мне показалось. Pretty sure that's a bad idea. Tempting, though. Плохая, но хорошая затея. И вот ты писал про мысли, типа мысли, самоанализ, типа взяли оттуда. Интересно, конечно, интересная тема. When was the last time anyone was here? Да, кстати, выглядит чуть-чуть заброшенная. Давай, войдем, давай. Уйди. Подожди, а смотрите. No one here. Hardly surprising. Ну все, пошли. Выйти. Это было слишком легко. О, это как в отделение, когда мы к пещере бежали. Такая же атмосфера. А вот сама она... О, как красиво. О, блин, здесь был ланч бы скушать какой-нибудь быстренький. It's so beautiful, so calm. But what am I doing here? Тоже вопрос. Well, they say bad things come in threes. First mother's death, then poor Katusha, and now Oscar. I can't believe I've lost him again. Am I doomed or what? Thank goodness I've still got the girl in the painting. Something to hang my hopes on. But maybe I'm just kidding myself. And why me? Why not Katusha? Why did she have to die? It's like this painting has chosen me. Oh, it's a beautiful place. Don't know what I expect to find here, though. Yet somehow it feels right. Can't say why. Ну, если кажется правильным, то пошли. I mean, why am I so sure this mountain refuge has anything to do with the painting? Maybe I'm just a hopeless optimist. Or a lost dreamer. Как и я. I guess there's only one way to find out. Ну, Оскар не потерялся. Сколько раз он возвращался к нам, а? Скажи мне. Столько раз возвращался к нам. Из части в часть. Herr Müller was right. It's quite a walk to the refuge. Well, I guess the sooner I head out, the sooner I get there. О, 7,5 километров не так уж и далеко. 2 часа ходьбы. Прикольно, если нам без оставок так, типа, добираться все 7,5 километров.
Ну, мы это поделим на пару серий. Чего обрезали? Я походить хотел. Полтора часа спустя. Теперь бы поспать где-нибудь. А давай пройдемся спокойно. Может, тут что-то есть? Есть ли? Нет ли? Да. Самоанализ опять, да? Bit too А, close to the edge, if you ask me. I should find a safer spot. нет. Wow, what a fantastic view. I should try and find a better spot to admire it from. Проверить. Если превью. Что-то надо. That is stunning. Станем. If what I read about the region is true, Switzerland should be nearby. Опа. Oh, Что man. такое? I guess that's the refuge, way over there. Ух ты. Oh well. Не близко. Better get going. Мне кажется, мы не прошли 100 метров. Ой. I better be careful here. Too many fallen trees and wobbly rocks for my liking. Да, вот деревья вот такие. Часто встречающиеся в лесу, между прочим. Надо быть осторожным. What the hell is that? Твой опять ты появился. У тебя что? Чувство Человека-паука, Кейт? Чутье. Кролик. Иди сюда, пушистый. Все светятся. А смотрите, памятную табличку. Да, что ли? А тут что? Что это? Now, what do we have Это мы и here? сделали. А, он покурил. Окурок сигареты. Черная еще такая. It doesn't look old at all. Ну, слушай, по зажженному этому дым появился. Нравится. А то она не сказала, что написано. Или я не прочитал. In memory А вот. of all mountain resistance fighters. Да вы знаете немецкий, Кейти. Так, что тут у нас? Too bad I can't take a break. That would have been a nice place to sit for a minute. Да не надо брейк устраивать. Есть камерка прям хорошая, за тобой идет. Так, инфа новая. Кабаны. Looks like all sorts of wild animals live in these mountains. И не только кабаны, смотри. Такие ящерицы, птицы. Еще не вижу кто. Так, что написано? Hiking tips? Thanks, but I think I'm starting to get the hang of it. Тут, то есть, написано по-английски, по-немецки. Советы по пешему туризму. Спланируйте свое путешествие, оповестите других о выбранном вами маршруте. Корректируйте запланированный маршрут в соответствии с вашими возможностями и погодными условиями. Обращайте внимание на предупреждения о погоде и опасности схода лавин даже перед краткосрочными походами. Подготовьте необходимое обучение, чтобы вы могли оказать помощь себе и другим. Оборудование, какое обучение? Выбирайте безопасные маршруты, научитесь распознавать лавиноопасные участки и непрочный лед. Пользуйтесь картой и компасом. Всегда проверяйте, не потерялись ли вы. Не стыдитесь повернуть назад. Берегите силы и ищите укрытие, если чувствуете слабость или усталость. Убедитесь, что вы всегда можете вернуться в ближайшее укрытие. Приветствуйте других участников похода. Если вы хотите поздороваться с местными жителями, скажите «Грюзи» на швейцарском, «Гутен так» на немецком, «Бонжур» на французском или «Бонжорно» на итальянском, в зависимости от региона, в котором вы находитесь. Прикольно. Швейцария. Все, да?
А тут все. Я почему-то думал, что туда можно убежать. Какая красота, слушай. Какая красота. Побольше бы таких игр. Я думаю, она что-то скажет. Ничего не говорит. Так, где ты, Иван? Сова будет. Так, опять пуховик искать будем, да? That was one heck of a walk. Мне кажется, у нее на все времена жизни уже эта курточка. Oh, come on. A ladder now? Ну так что ты не посидела, не отдохнула? Не записала в дневничок. Кстати, насчет дневничка. Может, тут что-то это самое. Что-то обновилось. Вот, смотри. Вот это я не прочитал штучку. А тут много появилось чего? Подожди. Во, кажись, отсюда. 27 ноября 2005 года. Дорогая мисс Оливия, я нахожусь в Вагене, в Остертеле. Здесь мне быстро удалось найти след мисс Уокер. Она ненадолго остановилась в местной гостинице, но уехала раньше, чем мне удалось ее там застать. Но я думаю, мы туда еще вернемся, у нас же там мотоцикл. Будет непросто понять, уехала ли она из города или перебралась на другой адрес. Хозяйка гостиницы, некая фрау Вагнер, весьма высокого о ней мнения и категорически отказалась мне помогать. Мне удалось лишь вызнать, что в первый день пребывания в городе мисс Уокер ездила в антикварный квартал. Видишь, какая хорошая фрау Вагнер. Не надо нас ниоткуда вытаскивать, но и так хорошо. Автоматен Индустрия. Мне остается идти по следам Кейт, чтобы воссоздать детали ее пребывания в Вагене. Впрочем, ничего нового, ведь я занимаюсь этим изо дня в день последние 3 года. Так, в поисках Кейт Уокер. Что это за статуэтка какая-то странная. 28 ноября. Дорогая госпожа Оливия, по моим последним данным, Кейт Уокер потеряла своего автоматона, которого она называет Оскаром. Судя по всему, это произошло во время визита в антикварный магазин Мюллера. Оскар. А ты откуда знаешь об этом? Как ты узнал? Учитывая, что помимо этого она оплакивает свою мать и свою сокамерницу, я начинаю задумываться, не навлекла ли госпожа Уокер на себя какое-то проклятие, бежав 3 года назад с покойным месье Ворлбергом. Это может показаться немного надуманным, но однажды на конференции моего любимого криминального писателя я услышал один термин, то и дело всплывающий в моей голове, когда я думаю о Кейт Уокер. Гибрис. Что это за термин? Он означает надменность и чрезмерную гордыню, которая заставляет человека идти против своей судьбы, пренебрегая установленными Богом границами. А когда человек пытается избежать трагических последствий своих действий, в итоге сам же и приходит именно к ним. Это рок, подобный тому, что настиг Кейт Уокер. Она без оглядки бежала от своей прежней жизни, но после всех этих несчастных именно прежняя жизнь должна ей сейчас казаться еще более настоящей, горькой и полной сожалений. Да нет, я не считаю, что Кейт куда-то убежала не туда. Наоборот, если бы она вернулась в Нью-Йорк, это было бы так себе решение. То есть это прям вот ей необходимо было отправиться в путешествие, чтобы это изменило ее. И, ну, наоборот, мне кажется, у нее более правильный путь получился. Вот.
Вот так. Ну, кто первые 3 части знает, тот знает. Так, там что-то он неправильно писал, потом зачеркнул, потом написал правильно, но я все равно не знаю, как это читается. Но как бы то ни было, госпожа Уокер все еще продолжает свои сомнительные поиски женщины с рисунка, который она нашла в той шахте. Думаю, она бросилась в новое странствие, чтобы сбежать от своего горя. Герр Мюллер из антикварного магазина сообщил мне, что направил госпожу Уокер в лагерь ЗИЛЬБЕРШПИГЕЛЬ в горах близ Вагена. Я отправлюсь туда, как только смогу. Госпожа Уокер опережает меня всего на несколько дней. Я могу ее там застать. Так, вот надеюсь, ты не успеешь до нас добраться. Вот даже фотка этого чела. А, ну вот он и знает, потому что он ей рассказал про Оскара. Ну все, теперь понятно. Какой, а? Сталкер, блин. Все нормально у нас. Мы в настоящую жизнь вошли. Наоборот, идем по более правильному пути. Pretty sure there must be another way. Прикольно. Мне периодически надо двигать стиком. Чтобы я чувствовал усилия. Домик из второй части. Ваген, лагерь ЗИЛЬБЕРШПИГЕЛЬ. Finally. Oh, Интересно у вас пути, чтобы добраться до лагеря. that must provide energy to the refuge. Да. Авто. Вечный. Энергия вечного двигателя. Бесплатная энергия. А я не могу сюда закрыть? А если я бегу? Тоже нет. Так, где следы на снегу? Я не понял. Что здесь такое? Дровишки и все. Пошли на лестницу. I've seen that before. That must be it. А, здесь ее нарисовали. Прикольно. Ух ты. Ой, Now I should try to find a matching point somewhere. острые вершины. Все? Я уже не могу, там внизу что-то было. Так. А, ну да, и... Those sharp peaks, they look exactly the same. Шарпикс. Ху. Давай с этого начнем. Скала в виде сердца. Так, я вообще не увидел, где она. Ладно, она подскажет. No matching points here. No matching I should try points. something else. I should try something else. Вот, я не вижу скалу в форме сердца. Вообще не вижу здесь. А, давай небо. Где небо находится? О, где? А я не вижу. А как? Как его найти? Как это Beautiful sky in either case. But that's not enough. Beautiful sky. Давай под вершинами скалы. А и типа их здесь нет, потому что не тот ракурс, да? Окей. А, она сам. Блин, мне надо найти. О, это не то же. That's not specific enough to draw any solid conclusions. А вот они. А это ледник. Ледник?
No, it doesn't match. Doesn't match. Это, вот, ледник. Все, нашли ледник. Еще раз нажимать. Looks similar, sure, but it could just be a coincidence. I need to find more accurate clues. Ну, скала в виде сердца. Ну, вот она где-то, вот. А чё нет? О, стой. That rock wall. It can't be a coincidence. Чуть далеко. Это прям надо подниматься от лагеря выше. А, перила. Подожди, это они есть? Стой. Вот. Just what I was looking for. Perfect. Perfect. Wow. Hardly changed at all. Приехали. Breathtaking, isn't it, Fräulein? Beautiful. It is called the Syberia, our local pride. Judging from my painting, it wasn't that different 60 years ago. Ma'am, is everything Это all она? right? Yes. It's just that you look very much like the person in the picture, Fräulein. Да где сходство? Хватит об этом So. говорить. You do know her then, don't you? Can't say I don't, but it was a very long time ago. Actually, I've come a very long way to find out about her. I would really like to know who she is, or was. It's very important to me, you see? And why is that, Fräulein? Это рисунок, все, что мне осталось. Как вы и сказали, она похожа на меня. Я обещал Катюше. Ну, давай X. For a start, I've lost everything, including people very dear to me. I think you know what that is, right? And the girl in the picture has given me a reason to go on. It might sound strange, but it's like some kind of calling. I see. By the way, what is your name? Oh, Walker. Kate Walker. I am Lenny Renner. Nice to meet you, Frau Lenny. Demoiselle, my dear. My legs never did manage to get me to church in time. Oh, Demoiselle Lenny. Well, Fräulein Walker, 1937, you say? Ah, that was before the war, when I could still run like the fawn wind. Father was the manager in those days. Да ладно. Переносит нас в прошлое. Прикольно. It was one summer evening that the whole story of your painting began. I remember it like it was yesterday. A group of scientists were staying at the refuge to prepare for an expedition to some faraway place in the east. They were being trained by a local alpinist who was to guide them. His name was Leon Kubatis. Oh, handsome as a Greek god he was, and an Olympic champion no less, very popular with the ladies. And he was lovely to me. Would give me a wink and a smile whenever I served him his beer. Thank you, Demoiselle Lenny, he would say. In French, if you please. Made me feel like a proper little madam. But then Frau Junta would always shoo me away. Frau Junta? Must have been in her mid-20s. But of course, to me, she was an old hag. Past it. And I didn't like the way she bossed my Leon around with that camera of hers. The refuge was buzzing. Everyone was jolly. And the scientists were there, debating as usual about this and that. A cheerful bunch, really, despite their disputes. Except, that is, for one. Frank Hoss was his name. Preferred his own company. Though I could see, even with my young eyes, he was devious as the devil. But what about the girl in the picture? Well, she was there that evening too. She had come to work through the summer. Her name was Dana. Dana Rose.
Наконец-то Ah, she Даночки was as вернулись. cute as a button and well-mannered with it. Even father was sweet as a lamb to her. Take care of the scientist drinks, then go around taking orders. And have a look at the stove while you're at it. Yes, Herr Gustav. Will you be alright now, Dana? It's the first busy night since you started, so just ask if there's anything you need to know. Alright, my lovely? My lovely. О, я справлюсь. Я справлюсь. Thank you, Herr Gustav, but it looks pretty straightforward. I'll be fine. That's the girl. Off you trot then, my lovely. Keep smiling, and you'll have them carrying your tray for you. Ну что ж, Даночка, опыт у нас I need to есть. serve those drinks to the scientists. Один сприц, плюс один сприц пива и 2 каких-то небеля. Заказ альпиниста. Да не буду я читать, понятно все. Смотрите картины. Блин, симулятор официанта. Ну честно. Взглянуть, что What это? a strange mechanism. It reminds me of the automatons on the musical square. Даже здесь. Так у нас ничего... У нас налито или не налито? Пошли. Пошли к ним сразу. I should go on the other side of the counter. А, Those drinks won't get served by themselves. с пустыми так ходишь. А что с печкой надо? Зачем ее надо было проверить? Ух ты. I need to add more wood in the fire. Дровчиков подбросить. Ладно. Пошли сперва поднос поставим. Проверить. Почему проверить? Поднять надо? И то, и другое. Ты худая, ты протиснешься. Прочишнешься. Давай. Что у нас тут? Вот. Бирн каких-то, 2 небеля, 2 сприца. Поднести кружку. Сама себя, это самое. Еще одну надо, вроде. Или она зачеркнула. Или там это перечеркнуто, значит. Да не, вот этот же плюс. Это окей, это одному типа. So this is the Spitze. Как? Шпица? So this is the Spitze. Шпица. Это не сприц, это шпица. Понял. Давай, как же это, блин, сделано неудобно. Теперь небель. According to my order, I shouldn't be adding Nebel to the Stein. Как нет? Здесь же написано 2. 2 нибл. На, давай бирна. А вот так, что ли? А вот теперь нибл. Here's the Nebel. Да. 2. Там смесь, что ли, типа коктейль. Сприца плюс нибл. Еще один у нас. Ну, сохранялка прошла, но там же The 2. keg's empty. I need to change it. А, менять. Так, ну давай толкать. Как поменять? Сперва тот надо поставить. А, вот так это делается. Автоматизация. Это я уже не могу? Ну ладно, само сделается. Поднести кружечку. That should be it. Let's serve these gentlemen now. Давай, это простейший заказик вообще. Их всего 4. Что была за книга? Типа я мог куда-то подойти. Или нет?
No, говорить. we'll have to go higher, I'm telling you. But my point is that it's highly improbable that any primate will be able to survive so high up, let alone thrive. And if they were thriving, we wouldn't be looking for them, would we? I say they've taken to the higher ground, and they only come down to steal livestock and game. Look out, chaps. Gentlemen, your drinks? Ah, good on you, lassie. Horst, make yourself useful and pass these around. First day, is it? Better make a wish then. All right, I will. I wish you would tell me what all those maps are for. Ah, that I can grant you. They show all the different locations of an expedition we're planning. И вы меня пригласите, конечно, да? Вау, чего вы уставились, а? Чего вы уставились? Можно попроще? Первый день вообще-то так уставились. Ученые. And what about you, gentlemen? Well, let me introduce you to my dream team. Dream Horst Team. Sauer, talented anthropologist and frequent but worthy pain in the ass your mother. Rudolf Jäger, distinguished ethnologist. And last but not least, Albert Bauer. Paleontologist. And yourself? Reinhard Berger, biologist. As Herr Berger says, we're here to train for the Origin expedition. In return for funding for our own projects back home. And for the love of science, eh, Horst? Oh, yes, of course, Ehrberger. I'm sure none of us would be here otherwise, would we? And what about you, my lovely? Oh, I'm Dana. I'm working here during the holidays, that's all. Да ладно, и все. Смущаешься, все. Снаряжение. I see you haven't come just for the view then. Oh no, Fraulein. We're only here for the beer and a pretty smile. That's our Ничего себе. trainer out there. Рассердилась. Supposed to knock this scraggly lot into shape for the big climb in Baltayar. Что-то заметила она. Кого-то. Right. Краша заметила. Так. Все, right? Все по... А, вращать ему. Зачем головой-то вращать? Да. Нет. А, во. Нашел. And what's that one of, if you don't mind me asking? That is Baltayar, a remote region in the mountains of northern China. That's where I'll be leading my team in a couple of weeks. Ого. Горы And Северного Китая. what's this expedition for? Well, keep it to yourself, but the code name is Origin. And if I have my way, it will likely change the way we perceive humanity. Какие красивые глаза. I'm curious to know what this Origin expedition is all about, though. If it's not top secret, that is. Put it this way, Fraulein Dana. When we discover what we're looking for, you will no doubt remember this conversation as your claim to fame. You will tell your grandchildren that you served the Origin team, the team that discovered none other than the missing link of the superior race of humans, the Australopithecus habilis, the direct ancestor of Homo Ну ладно, sapiens. все, зубы ты не заговаривай. More vulgarly put, the abominable snowman. Oh, Ну, I звучит see. интересно. Now I get why it's called Origin. Я бы в такое поверил. Whatever we Будучи я на 10 лет find, моложе. whatever we call it, it's likely to send shockwaves all through the world of anthropology. It will help us to explain how we evolved from Australopithecus to modern man, and then became... He's off again. Get him started on anthropology and he's like a bolted horse. I don't think Fraulein Dana wants you to clobber her with your explanations, Horst. Вообще-то мы здесь работаем, а не стоим. Как раз наоборот, это очень интересно, но... Ну да, как раз наоборот, чего нет? Я I любил might only be a историю. waitress, but actually I find it quite interesting. Well, Freud, Где звук? Ой, expedition could lead us to a totally new series of studies, or even reveal a new mode of tribal organization, or a micro-society.
by the discovery of a specimen that may well have played a major role in the evolution of modern man. Come, gentlemen, here's to the Brown Shadow for generously sponsoring this expedition, which is sure to redefine our understanding of mankind. Oh, I see we're fraternizing with the personnel, gentlemen. Just giving a toast to our generous sponsor, Herr Herz. May I remind you that this mission, financed by my party, is confidential? Do you know what that means, Dr. Berger? Да ладно, мы Yes, про все Herr забудем. It means, gentlemen, it is strictly forbidden to communicate any details or objectives to anyone outside our circle, let alone to the first waitress to come by twinkling her eyelashes. Fraulein, as soon as you're done here, I suggest you get back to your chores. Да ладно, что What a такого? brute. Хам, да. That is one of the inconveniences of working with a heavily politicized private sponsor. But he's just doing his job. And I suppose, like anything else in life, there has to be some compromise to get what one desires. So, think nothing of it, Fraulein. It is the way of science. Indeed, it is the way of the world. Коричневые тени опасны, действительно. The way of the world, Herr Berger? I'm sorry, but in case you do not know, let me tell you what members of the Brown Shadow do to Vagarans like me. They smash windows. They assault innocent people for no reason at all. They are fascists and criminals, Herr Berger. With all due respect, don't you feel ashamed to be associated with such tyrants? Но он не знал. I would be careful when expressing such extreme accusations. Я же говорю, он не знал. There are always overzealous members of any party, always have been. And even so, we are not politicians. We do not claim to save humanity. Our job is to explain how it came about. Why, if the scientific community had to halt progress at every political crossroads, then humanity would never have advanced any further than Homo erectus. Dana! Dana! Chop chop! This isn't a French Chop, chop. parlor, my girl. Yes, Herr Gustav. I'd better go. Thank you, gentlemen. Какой у вас English accent? Да. Так, надо дровишки. Да, поставить стаканы, дровишки. Обратно. Идти. А где поставить поднос? Я так буду с ним ходить? Алло. Это ridiculous. Ну ладно, пошли с подносом. Даже поставить нельзя. Идти. А где дрова находится, если я хочу найти? Проверить. Those paintings. I think Herr Gustav wanted me to help him choose the one he should buy. He must have left me a note somewhere. Водопад. Красивая. Такие черно-белые, ты берешь цветные. Красиво. Dana. Ich muss dich einen kleinen Gefallen bitten. Leon, der Junge Berstиг. Так, давай нормально. Да, но у меня к тебе небольшая просьба. Молодой альпинист Леон не оставляет попыток убедить меня купить одну из своих картин. А, вот про что. Он пишет их в свое свободное время. Да, быть может, это и не шедевры, но написано недурно. Я хотя бы понимаю, что на них изображено. А потому был бы даже рад повесить одну из его работ у себя на стене. К тому же Леон парень славный, многие приезжают в наш лагерь из-за него. В общем, я тут подумал, раз твой отец продает картины, а я ни черта не смыслю в искусстве, то стоит попросить тебя выбрать за меня. Спасибо заранее за помощь, Густав.
I should take a closer look at those paintings before choosing one. Мне с водопадом очень понравилось. Конечно, тоже красивая. Ага. Мне просто нравятся горы, водопад. Мне очень нравится такая тема. Но это тоже не дурное. Блин. Спроси меня про выбор, да? Блин. Я же человек, у которого туго с выбором. Давай ее. I think I'll pick Опа, this one. художественная дилемма. Выберите картину для Гера Густава. Ну, пошли наверх. А, вон дрова-то. Кстати. Ой, она застряла. А, у меня геймпад застрял, я понял. Проверьте. Ну да, дровишки-то не захотела взять. Что-то... О! Ничего себе. Looks all good to me. Better try another one. Три. Looks all good to me. That one is loose. На другую сторону. Вниз просто. Или полностью выкрутить его, наверное. Взять. Вентиль. That should fit pretty much anywhere on the stove. К любой части печи. No. No. Так, а если он отошел? Я его не могу назад, кстати, прикрутить. А, вот здесь же есть. Сюда, что ли? Да нет, говорит, все хорошо. Looks all good to me. Ту я открутил и все. А, тут еще можно поворачивать. Вот так, правильно времени. Ладно. This mechanism controls the air intake, if I remember correctly. Использовать. Давай закручивать. The airflow seems right now, but I think the fire is too weak. Какая-то как я сделал. Давай закроем пока что. А! Я думал, куда за дровами надо бежать. It's not enough. I need to feed the fire more. Странно было, честно. А, во! It's not enough. I need to feed the fire more. Ладно, пошли отсюда. А вот теперь можно взять. Полено. Все? Давай. Блин. О, наконец-то. Да все, I'm зеленое. done here. Принес заказы на террасе еще. Ага. Так а здесь что? А, это и есть терраса. There's Пошли. no one to serve upstairs. Наверху никого нет. And besides, there's still much to do down here. I don't want to let Herr Gustav... So glad Herr Gustav likes me to play for the clients. This way, at least, I won't get rusty. Ну, пока что играть не надо. Заказ like принять. that. Try not to move now, darling. В смысле не двигаться? Что такое? Да посмотрим, что здесь. Проверим. Another ты. creation of Herr Gustav. Ух ты. I guess he won't mind if I take a quick look. Густав создал. Madonna laces. Прикольно. Только два, да, координата?
А это что такое? Я могу нажать. Так, подожди еще раз. The Zilberspiegel, the heart-shaped rock face that gave its name to the refuge. Да где вы сердце According to видите Herr здесь? Gustav, only the most seasoned alpinists can climb it. Тут что ли что-то? Не знаю, я невнимательный, я не вижу. Так. Вот если сейчас нажать эту. Ага. The highest peak in the region. Little Lenny said that it's the keeper of the border with Switzerland. Ой. Не дал ей договорить. Не. Ладно. Подожди, еще здесь несколько раз можно нажимать. This path leads to Switzerland. One needs to be guided by an alpinist to go through it, though. Швейцария. Дьявольское ущелье. Оп, оп. The Devil Pass starts here. The end of the road for an inexperienced hiker like me, I guess. Адские врата. Так, давай смотрим с этого слева. И все увидел. Так, это мы осмотрели, да? Угу. А, все. That's it. Hold it. А, вон там рисует кого-то, я понял. Ну, чё мы сидим? Я одна работать буду. Что ты делаешь? Это твое? Lenny, sweetheart, Crikey, you nearly made me jump out of my skin. Мы тут ходим уже what полчаса. have you got there? Oh, it's a camera lens, that's all. A camera lens. Yeah? Borrowed it from Frau Junta? Who is this Frau Junta anyway? Солнышко. Ginger Junta, over there. Джинджа. She married? Oh no, too old to marry now. She's way past 20, you know. That's why she likes filming Leon, because he's young and handsome. Lenny? And she never lets me have a go of her gear anyway. I only wanted to help her film something. I bet she's jealous. Крась, почему тебя так интересуют съемки? Lenny, what's so special about Frau Junta's equipment that makes you want to steal it? Borrow it. All right, Borrow. borrow it. Can't you see? Who would be interested in Ginger Junta if she didn't have a camera, huh? She's too old for Leon. She uses it so she can be the centre of attention, you know. Is that what you want? No, not exactly. Besides, there's nothing to do here. I do understand, Lenny, but No, you don't. Feels like a prison here sometimes, all on my own. When I grow up, I'll live at the top of a building in the big city, and I'll have a swimming pool on my roof. believe me, I do understand, Lenny. Because of my coughing fits, I've sometimes had to stay in my room for weeks on end. Imagine that, nothing to see but the same four walls. Oh, right. Must have been pretty tough, I guess. That's why I took up the piano. Do you like doing anything special, Lenny? I suppose I like making stuff with Papa. He's got ever such clever hands, you know. But he's always so busy in the summer. Let's be friends then, shall we? You won't tell on me then? Not now that we're friends. You promise? I promise.
Leon, dear, do make an effort. Так, знаешь, что предлагаю пока что на этом и завершить сегодняшнюю серию. А пока что спасибо тебе большое за просмотр. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока.